Хотите себе в коллекцию президентский кортедж? Сейчас это сделать очень легко. Вот такой красивенький кортедж можно сделать, и я вам сейчас покажу. Это все автомобили Аурус. Аурус микроавтобус Арсенал. Аурус Сенат. С мигалочками он такой прикольненький. И, конечно же, новиночка от Технопарка — это Аурус Комендант. Ну, в принципе, обзоры на все модели я делал, но давайте все равно в этом видео покажу вам все детально. Итак, представляю вашему вниманию первый экземпляр. Это Аурус Сенат. Компания Технопарк сделала довольно аккуратная моделька. Мы видим мигалочки красно-синие, да, на крыше. Очень интересно и необычно сделаны. Также у модели открываются боковые двери передние и багажник. Салончик выглядит у нас вот таким вот образом. В принципе, довольно прикольно сделано. Тоненькие рамочки на дверях. И окрас перламутровый идет. Имитация, не знаю, это колпак или литой диск такой на самом деле. Никогда Аурус вживую не видел, поэтому сказать ничего не могу. Передняя оптика у нас выполнена из пластика, есть места для светодиодов, потому что модели бывают со светом, звуком. Этот Сенат у меня простой, без света и звука. Задняя часть выглядит вот так вот. Очень аккуратные фонари, прям симпатично, выхлоп сделан, имитация. И снизу моделька выглядит вот так. Аурус Сенат. Изготовлена по лицензии НАМИ. Следующий участник нашего обзора — это вот такой прикольный микроавтобус Аурус Арсенал. Также идут мигалочки на крыше. И этот у нас автомобиль будет со светом и звуком. Я продемонстрирую вам, что там говорят и какие световые эффекты есть. У данной модельки открываются передние двери, также сдвижная боковая дверь. В общем, сделано довольно прикольно. Единственное, вот пороги не окрашены. Но это потому, что происходит из-за того, что красится вся модель сразу целиком. Вот так вот выглядит салон у нас спереди. И задняя часть. 4 кресла видим. Закрываем дверку. Также цвет у нас перламутровый. Есть вот такие вот, как сказать, косяки, да, по покраске. Сверху моделька имеет у нас люк. И 2 мигалочки, про которых я вам говорил. Рифленая крыша и акулий плавник. А это что такое? А, это просто. Задняя часть выглядит вот таким вот образом. Не открываются двери здесь задние. Арсенал, Аурус значок присутствует. И вот такая интересная оптика. Вытянутая. И передняя часть. Передняя часть выполнена, в принципе, как Аурус Сенат. Все автомобили сделаны в едином стиле. Ну что ж, давайте слушать звуки. Нажимаем на крышу. Моргает у нас передняя оптика. Мигалочки не моргают. Было бы прикольно, если бы моргали. Ну, давайте вот так вот, чтобы видно было. Ну, просто кряколки идут, да, сирены. Ну и все, вот такие звуки. Задняя оптика у нас не светится тоже. При открытии дверей ничего также не происходит. Ну, вид у него шикардосный, согласитесь? Итак, вот он, третий участник нашего кортеджа. Аурус Комендант. Прикольный такой внедорожник, тоже мощный, интересный. Но я видел кортеджи немножечко в другой связке, и я тоже думаю, вам покажу из других немножечко автомобилей. Но Аурус там тоже присутствовать будет. У модельки открываются передние двери, а также багажник. Пороги, как мы видим, не окрашены, а в багажнике даже есть рифленый пол. Посмотрите. Довольно неплохо, интересно сделан, да? Закроем крышечку и посмотрим на заднюю часть. Задняя часть оптика у нас пластиковая идет. Комендант написано. Мигалочек, к сожалению, нет так на крыше. Есть дворничек на заднем стекле. Салон выглядит вот так. Типа а-ля даже приборочка там есть. Может, она будет даже светиться. Ну, не знаю. Просто стеклышко стоит. Резиновые покрышки, имитация литого диска. Здесь, видите, немножко другой диск, отличается
от предыдущих моделей. Может быть, это именно то, что не картриджный вариант. Видите, мигалок нету, а как бы они должны вообще присутствовать. Ну, не знаю, почему отличается именно литой диск. А что у нас на картинке? Картинки у нас, видите, как у коменданта, как у Арсенала литой диск. А у Ауруса отличается. Ну, не знаю, как уже там у настоящего автомобиля будет. Передняя часть выглядит вот так. Довольно аккуратно. Также у нас перламутровый цвет, черный. Ну, в целом интересная моделька. Неплохая. Давайте послушаем также звуки, какие у нее. Снизу, кстати, выглядит вот таким вот образом. Есть, кстати, у всех инерционный механизм, который спрятан. И его не видно, и он не мешает движению машинки там по столу, по ковру, либо еще где-нибудь. Нажимаем также на крышу. Еще раз. Вот два звука разных, да? По-моему, два звука идет и все. Плохо, что ничего не говорят. Было бы прикольно, если бы что-то еще говорили. Там уступите дорогу или оставайтесь на месте. Было бы интересно. Ну, прикольная модель. И давайте покажу вам целый кортедж. Мне кажется, что данный кортедж двигается вот таким вот образом. Ну, а вы напишите свое мнение в комментариях, как вам кажется, как они должны ехать. Могут вообще, мне кажется, по-разному ехать. Если планируете собирать тоже такой кортедж, то если будут у вас автомобили со светом, звуком, то это готовьте чуть больше 1000 рублей. Ну, давайте так, я общую сумму скажу. Где-то будет в районе, может, 3-3,5 тысячи рублей. Если без света и звука, то будет гораздо подешевле. В районе, может, 2000 рублей можно собрать данный кортедж. В общем, немножечко хочу огорчить собирателей, так сказать, коллекционных моделей. Это, ребята, все-таки не коллекционные модели. Никакой коллекционной ценности они не представляют. У них нет масштаба, они просто отмечены в сантиметрах, да, там, например, Аурус 13,5, Комендант 12,5, по-моему, 14,5. И есть у меня Аурус Сенат в 43 масштабе. Вот так он выглядит, более-менее коллекционная модель. И то это бюджетная коллекционная модель от компании Диагостини, Автолегенды выходила. Но, тем не менее, она выглядит, конечно же, немножечко по-другому. Более детализировано, ничего не открывается. У коллекционных моделей, да, ребята, ничего в основном не открывается, особенно в масштабе 1.43. Так, вот задняя часть. Ну, похоже, но не совсем. Так что имейте это в виду. В общем-то, вот такой вот видос получился. Если вам понравился, ребята, пишите обязательно комментарии, что еще снять интересненького. Ну все, с вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем, самое главное, конечно же, добра.